Прости, что я поздно. Мне нужно с тобой поговорить. Оля, а ты что гостя на пороге держишь? Заходи, Паша. Или все-таки Вань? В прошлый раз у Ивана была остановка сердца. Давай мы не будем больше рисковать. Ну почему бы не рискнуть, а? Тем более, когда есть что вспомнить. Да, Вань? Я же сказал, я все решил. Вот видишь, он все решил. Продолжаем наши сеансы. Вы восстанавливаете память. Я пишу свою научную статью. 7 сестрам по серьгам. Мечты о Нобелевке не дают тебе покоя. Ну а почему бы нет? А вдруг? В общем, притащили сюда его еще живого. Он брыкался, хватался за все подряд, он все руки в ссадинах. Потом быстро забили и вспороли брюхо. Посадочный талон. Аналогично. Аэропорт в 10 километрах. Лосев Сергей. Они даже не пытались скрыть, кто убитый. Андрюш, похоже, посылка у нас. Какая посылка? Ну, видишь, порошок рассыпан. Он перевозил в желудке наркоту. Зачем так брутально? Зачем убивать? Можно было просто слабительное дать. Во-первых, курьеры берут из наркоманов, а у них хронический запор. Во-вторых, свидетелей меньше. Часто у вас такие посылки? Андрюш, часто у нас такие посылки? У меня первый раз. Я не пойму, что ж так нагло-то? Спороли брюхо, даже не прикопали. Вообще охренели. Ну, может, спешили? Кокаин. Кокаин. Ну, что дальше, ты как думаешь? В смысле? Надо пробить этого Лосева, узнать, какие были Я связи. не про курьера, я про тебя. Эти процедуры, которые организовала твоя докторша. Не толк-то есть? Да вроде есть. Посмотрим. Героиновый наркоман, гепатит. По некоторым признакам болен СПИДом. Смерть наступила от травмы головного мозга. Зачем ты меня сюда припер? Самоубийство подозреваешь? Ну, я подумал, ты найдешь что-нибудь интересное. Угу. Что я у него интересного найду? Лихорадку Эбола? С желудком что? Вот в желудке действительно некоторые странности. Вот. Остатки силикогеля. Может быть, он использовал это как защиту? Ну, из расчета, что если капсула порвется, то гель впитает наркотик? Да что за чушь? Его порвавшаяся капсула убила бы гораздо быстрее. Он же не такой умный, как ты. Парень подстраховался как мог. Угу. Только не угадал что-то ничего. Он бы лучше каску купил. Ну вот и наш Лосев. Сидел на героине, нигде не работал. Из квартиры даже обои продал. А тут внезапно 3-дневная поездка в Черногорию. Ну вот, посылку и приняли. А мы знаем, кто? Номера машин что-нибудь дали? Нет. Почему Черногория? Потому что Албания рядом. Ворота кокаина в Европу. И
Кто это здесь контролирует? Понятия не имею. Полгода назад наркоконтроль накрыл большой картель. Все это время рынок пустой был. Кто-то пытается наладить новые маршруты. Или уничтожает существующее. Да просто кто-то перехватил чужую посылку и все. Ну, вот так демонстративно. Под камерами засунули человека в машину, выпотрошили, потом выбросили. Это скорее объявление войны. Совершен дерзкий налет на склад логистической компании. По сообщениям очевидцев, перестрелка продолжалась несколько минут. Есть пострадавшие. Правоохранительные органы пока никак не комментируют это происшествие. Красивцев, пули ко мне. Взяли кого-нибудь? Нет. Прыгнули в машину и уехали. Машину в розыске? Да, уже объявили план перехвата. Как мне все это нравится. Что тут может нравиться? Как, посмотри. Автоматы, перестрелка, наркотики. Это просто город ангелов какой-то. В том-то и дело, что здесь не Лос-Анджелес. Послушай меня. Один наркомол перевозит в своем желудке примерно кило кокаина. Это 200 тысяч долларов. Неплохо. Да? Чтобы развязать войну? Ради захвата рынка. Короче, это склад базы медведей. Приехали ребята с Жоры Боголюбова. Постреляли и свалили. Поехали. Медведи ранены есть. Может быть, это месть за перехват курьера? Похоже. Хотя раньше никто из них наркотой не занимался. Видимо, решили побороться за лакомый кусочек. У вас 2 минуты, не больше. У него очень нестабильное состояние. Да вы не волнуйтесь, нам хватит. Горин! Горин! Здравствуй! Это я, капитан Красивцев, заводской РВД. Давай рассказывай. Что случилось-то? Беспредел случился. Налетели люди Боголюбова. Так. И начали шмалять по всем. Без разбора, ни за что. Ну как ни за что-то? А кто курьеру кишки выпустил? Кто кило кокаина увел? Скажи мне, кто Жоре Боголюбову решил дорогу перейти? Это не мы. Не вы? Мы все знаем, что Жора территорию застолбил. Ага. А ты же, может, просто шестой. Ты просто тупо не в курсе. А? Нет. Шеф сказал тихо сидеть. Переходим в белый бизнес. Нам эта наркота нафиг не надо. А где сейчас шеф? Как мне с ним потолковать? Я не знаю. Не знаешь? Клянусь, не знаю. Клянешься? Давай так. Горин, смотри. Или ты мне все рассказываешь, или я считаю до 3 делаю вот так, и ты двигаешь кони. Договорились? Давай. 1, 2. Горин. Горин. Слушай, ну я не знал, ты же видел, я вообще ничего не делал. Зачем им перехват кокаина, если они переходят в легальный бизнес? Какой легальный бизнес? Ты кому веришь? Ты его Харю видел? А чем они занимаются? Подпольное казино, проституция, вымогательство, грабежи и убийства, медведи. Отморозки со сломанными ушами. А Боголюбов? Это еще хуже. Черт с рогами. Метит в крупные наркоторговцы, хочет подмять под себя рынок. Кстати, у него есть брат Юра, через которого они бабки моют. Легальный бизнес? Горшками торгует. Магазин сантехники. Через него можем выйти на Жору. Давай-ка съездим к нему и спросим, не знает ли он, где прячется его братец.
Куда? За унитазами. Давай, открывай. А кто такие-то? Полиция. А документы есть? Как бизнес? Потихоньку. Людей, правда, мало. А вы бы с персоналом поговорили, чтобы повежливее были. Может, когда люди появятся. Хорошо. Мы по поводу вашего брата не знаете, где он? Так не сторож я брату своему. Очень по-библейски. Сегодня убили наркокурьера, который прилетел из Черногории. Зверско убили. Брюхо вспороли. Извините, а я тут при чем? Нам стало известно, что за последнее время вы несколько раз летали в Черногорию. Да. Похоже, что вы помогали вашему брату наладить новый бизнес. Перевозку кокаина. Да вы что, какой кокаин? Ну, Черногория – это курорт. Туда все летают. А у меня абсолютно легальный бизнес. Да деньги вы тут отмываете. Понятно. Вы сначала докажите. Мои счета проверяют раз в квартал. Так что, если вы найдете лишнюю денежку, то сообщите мне, хорошо? Мужик, ты что здесь делаешь? Посторонним находиться нельзя, давай на выход. Чего ты шумишь? Не шуми, друзей напугаешь. Знакомый очень. Вышел, прихворнул, теперь у вас тут отдыхает. Ну смотри, тут все кроме буйных. Буйных. Да нет. Вот это. Говори, говори, я слушаю. Да. Что это, записи из аэропорта? Не знаю. Что ты мне говоришь? Это захватывающий мистический триллер. Исчезновение таинственного незнакомца. Чего? Посмотри, это очередь на паспортный контроль. Вот наш курьер. Молодой мужик без багажа, без семьи. А вот в этой же очереди такой же мужик. Молодой, без багажа, без семьи. Интересно. И смотри дальше. Вот выход из аэропорта. Вот выходит наш курьер. А второго нет на камерах. Куда он делся? Потерялся внутри? Он растворился в воздухе. Ладно. Мэджик. Давай позже поговорим. Так что Дэвид Копперфильд. Пока. Что ты хотел сказать? Курьеров было двое. Неожиданно. Давно он у вас тут? Ты меня разоришь. Старик, ну. Месяц назад же надо было. Куда, знаешь? Что происходит? Да, Почему посторонние на территории? да, вот гражданин родственника ищет. Да. А вы на Ермоленко оказываете теперь платные справочные услуги. Горянский. Максим Леонидович. Кум пропал. Представляете? Да, вот была информация, что он у вас лечился. Вот я решил сам по врачам пройти, узнать, а то вся семья волнуется, переживает. Ну, вот это.
Не имеем права разглашать информацию о пациентах. Покиньте территорию, а то я охрану вызову. Ну да. Тяжело тебе. Строго. Свидание. Кривошеев Степан Александрович. Безработный. На учете как наркоман. Вылетел в Черногорию одним рейсом с Лосевым и одним рейсом вернулся. Жалкий трип. Турагентство для наркоманов. Думаешь, они вместе? Я уверен, что они как-то связаны. Ну или возможно, что медведи наняли его для того, чтобы следить за Лосевым от начала и до конца. Ну, конечно, медведи взяли для этого наркомана, как иначе. Но тогда это точно второй курьер. Какой его интерес в похищении напарника? Ну, либо он инициировал это похищение, Либо либо он сдал его для того, чтобы сбежать под шумок. В любом случае его нужно искать. ищем. Если у него кокаин, он в любом случае где-нибудь всплывет. Главное, чтобы не в пруду, сыщики. Ну и нахрена ты опять сюда приехал? Тебя же чуть не угробили эти эксперименты. Это была случайность, теперь все в порядке. Запал на эту фригидную? Нет, мы с ней просто друзья. Ну, слава богу. А то я уже ревновать начал. Если мы усилим воздействие на гипоталамус, то процесс должен пойти быстрее, но и побочки нам, конечно, не избежать. Оля. Оля. Доброе утро. Все, больше не волнуешься за свой интересный случай? Ты не представляешь, с кем ты связался. Я все прекрасно представляю. Юра, то, что ты нам помогаешь, это может быть опасно. Оля, жизнь вообще опасная штука. Ваню кто-то спрятал в больницу. Мгм. Ему там давали лошадиные дозы трифтазина, чтобы сделать из него овощ. Я его не должна была находить. Моя хорошая. По-моему, у тебя просто профдеформация началась. Ну что за паранойя, Оль? Сегодня в больницу приходил человек. Так. Спрашивал про Ивана. Представился его родственникам. Ты понимаешь, что вокруг Ивана все время что-то происходит. И теперь в этом замешан ты. Какие глаза? Оль, мне приятно, что ты обо мне заботишься. Ну, правда. Твой Иван никакой не Борн. Вспомнит он свою толстую жену и детишек, и свою унылую работенку. И мы с тобой ему в этом поможем. Ты уже здесь, да? Да, я уже минут 20. Чего ж ты так рано? Твою очередь все равно никто не займет. Ваня, в больницу приходил человек, спрашивал про тебя. Какой человек? Мужчина. Говорил с санитарами, потом со мной показывал твою фотографию. Прошу. В честь нашего сотрудничества у меня для тебя подарок. Записывай все, что вспомнишь после каждой процедуры. Это обязательно? Это правда очень важно. Это поможет восстановить картину. Поехали. Ну что ж, поздравляю. Вы разработали очень перспективный препарат. Значит, партнеры. Партнеры. Какая удача, что вы вышли на нас. 2 года работы! 2 года работы! Черт!
сделки не будет. Ни один фармацевтический концерн на такое не пойдет. Сделки не будет. Ничего не будет. Но ты понимаешь, что в таком случае мы разорены? Выработка воспалительная мелков. Мужчина, вы что-то ищете? А скажите, было за последний год, чтобы лекарства изъяли из продажи за побочку? А что вы ищете? Какой препарат? Ну, хотя бы от чего? Да не знаю я, были такие случаи или нет. Вы брать что-то будете? Да это может быть все что угодно, от чего угодно. Мемуары пишешь? Или детектив под впечатлением от работы? Ты чего такой возбужденный? Поехали. Нашли, где обитает второй курьер. Соседи по описанию подтвердили, Кривошеев здесь живет. И не только он один. Хозяин. Сидит вроде. Что значит вроде? Узнай точно. Давай метнись по соседям, выясни, кто тут еще околачивается. Сейчас, Станислав Сергеевич, отдохну только. Что, устал, что ли? Да не могу я уже слушать про этот артрит и про давление. Давай работай. Похоже, он пытался синтезировать эфедрин из сиропа от кашля. Героиновый наркоман. Надоело варить винт и решил заработать на эфедрине. Стартап не удался, и он? Но вообще ингредиенты и посуда – это все слишком сложно для конченного наркомана. Ну, значит, ему кто-то помог. Дал соответствующее оборудование. Ну, как интересно, смотри. Помощник все рассказал, все показал, а сам вмешиваться не стал. Не похоже на бизнес-отношения. Ну, может быть, друг? Врач или химик? В городе 1000 врачей, а химиков вообще никто не считает. Ты предлагаешь их всех опрашивать? Нет, нам, похоже, нужен особенный врач. Посмотри. Это антибиотик. Только не для людей, а для животных. Ну, ланище тут. Мы ищем ветеринара. Скорее всего, учился или жил рядом с Кривошеевым. Ципрофлоксацин. Давай я не буду спрашивать, почему нам нужен ветеринар. Эх, нравится мне этот коп. Крюков Валерий Геннадьевич. Да, что? Да у меня кот кашляет. Можно к вам записаться на сегодня? Записаться можно, но не сегодня. Давайте завтра. Спешите куда-то. Серьезная операция? Не ваше дело. Капитан Красивцев, заводской РУВД. Скажите, вы знакомы со Степаном Кривошеевым? Раньше знал его, учились вместе. Очень давно его не видел. Точно давно не видели? Его подозревают в организации убийства. Так что если вы нам врете, то и вас тоже. Прокатимся? Куда прокатимся? В ветеринарку. Кота-то выручать надо.
Мы учились вместе, дружили. Потом Степа начал принимать наркотики. Ну, сначала торговал, потом начал принимать. А ты? Я тоже. Ну, потом как-то получилось завязать. Отучился он, работу нормально нашел. Но продолжал общаться с другом-наркоманом. Откуда такая привязанность? Так он же мой одноклассник. А оборудование вы ему дали и прекурсоры для изготовления приветина и эфедрина. Тоже в память о школе? У меня были проблемы. Ну, продажа кетамина. Вот он взял вину на себя. Я ему как бы должен остался. Поэтому вы согласились вскрыть курьера, который перевозил в желудке кокаин? Да не соглашался я. Неделю назад позвонил Степан, сказал, что есть тема. Что он и еще какой-то крендель собираются кокс перевозить. Ну, сказал, что кренделя можно перехватить. Спрашивал, могу ли я, если что, помочь кокс достать. Предложил 30 штук. Заманчиво. Согласился? Да я же сказал, он отказался. С тех пор с ним не виделись? Нет. Точно? Слушай, ты еще ничего не сделал. Если нам все расскажешь, мы от тебя отстанем. Сегодня ночью звонил Степан, сказал, что у него проблемы. Ну, с кокаином. Ну, не выходит. Попросил помочь, я согласился. Когда? Что когда? Приедет когда? Через час должен быть здесь. Простите, но мы сегодня не принимаем. Я от Степы, я Соня. А где Степан? Он скоро подойдет. Ясно. Ну, заходи тогда. Еще испугался. Не бойся, заходи, говорю. Сука! Пусти его! Пусти меня, тварь! Пусти, сказал! Понял! Пусти! Куда? Тебе ломка, что ли? Нет, мне просто холодно. Почему вы вообще меня арестовали? За соучастие в контрабанде наркотиков. Я просто пришла в ветклинику. У меня кошка заболела. Поехали кошку проведаем. Ты пойми, дело не в контрабанде, дело в убийстве. Человек, которого ты покрываешь, организовал убийство курьера. Степа ничего такого не организовывал. Степа. Это твой парень. Так если возражений не слышишь, значит правда. Первого курьера выпотрошили ножом, как свинью. Если это не он, то те, кто это сделал, найдут его и сделают с ним то же самое. Мы сели вам на хвост, кокаин вам не продать. Но он еще может остаться жить. А ты не думаешь, что второй курьер мог сам организовать нападение? Мало данных, чтобы делать выводы. Эти действовали вдвоем. Он и его подруга-наркоманка. Не думаю, что они могли что-то организовать, но могли бы пытаться. Их кинули и... Теперь он тоже мишень. Сегодня убили наркокурьера, который прилетел из Черногории. Зверско убили. Брюхо вспороли. Ну и что я могу сделать? Звони ему. Степ, прости, все в порядке. Ты там на месте? Да, на месте. Черт! Степ, все нормально? Они нашли меня! Степ! Они нашли меня, слышь? Они нашли! Сука! Где он? Быстро говори. Газголдерная в заброшенном доме. Ну а как уезжал, вы видели? Нет, командир, я не видел. Как только
Стрелять начали. Я решил не вмешиваться. По описаниям нападавшие похожи на парней из аэропорта. Его ранили? Убили его. Стас, его надо искать, он может быть жив. Будем ждать кинологов. Сейчас клеят собаки, через 2 минуты его найдут. Стас. Ладно, пока свободен. Степан! Это полиция. Мы хотим помочь вам. Вы где? Я в колодце. Ну нахрен колодцы? Помогите! Они меня хотят убить. Они стреляли. Повезло ему. Повреждения минимальные. Поймал 1 шанс из 100. Вы просто счастливчик. Учитывая, что у него куча наркоманских болячек, то не очень. А когда можно будет его допросить? Ну, я думаю, что где-то через час отойдет от наркоза. Пожалуйста, общайтесь. Так, давайте тогда по-быстрому оформим передачу кокаина. А никакого кокаина нет. Вот снимки. Пищевод и желудок пусты. Можно? Пожалуйста. Вы снимки, что ли, перепутали? Или у вас аппарат сломался? Это же порошок, не железо. Его не должно быть видно на рентгене. Стас, здесь нет кокаина. Слушайте, он же сейчас под наркозом. Давайте его без рентгена ручками прощупаем. Ручками. Мы специально в онкологии зонд брали с камерой. Нет кокаина. Ничего странного не заметили? Ничего. Ну, там следы какого-то геля. А так, унылый пустой наркоманский желудок. Ну, был у меня должок за Хмурой перед свинярой. Свиняра это кто? Ну, барыга с Константиновской. Он мне специально в долг давал, а потом за этот должок спросил, а я отдать не смог. Но меня избили пару раз. Говорит, есть решение проблемы, будешь кокес возить. Я вначале как бы сомневался, а потом приехал Дэн. А это кто? Ну, это серьезный дядька, это бандюган из Боголюбовских. Вот, взял паспорт, купил билеты. Я подумал, а что, это же шанс, реально, начать новую жизнь. И завалить второго курьера? Зачем? У меня у самого был кокс. Ну, я с самого начала хотел это дело провернуть. Сам кокс пристроить. Но Санюха сказала, что, мол, не надо, каждому свое. Прям мать Тереза? Ну да, она хорошая. И не надо ее сюда впутывать, лады? Посмотрим. Ты сначала сдай всех. Я что, по-твоему, делаю? Сдаю. Отправили на самолет, туда прилетели, нас отправили на базу. Товаром загрузили и обратно. Все. Я из аэропорта должен был Дэну набрать, чтобы встретил, но я потерялся и решил сам кокес пристроить. Больной, что ли, у меня иголка тут? Что ты несешь? Какой товар? Ты пустой. В смысле пустой? В желудке не было кокаина. А, я понял. Себе хотите кокс оставить? Оставляйте. Вдруг скажите, что я должен говорить, и все. Нет никакого кокаина. А вы капсулы глотали или как это вообще происходило? Не, ничего не глотал. Я, кстати, сам удивился. Они сказали, типа, под наркозом быстрее и эффективнее. Чего вы мне говорите-то? Я сам чувствовал, что у меня желудок полный. До свидания. Странные вы, ребята.
Как-то это странно, что один курьер с кокаином, а другой без. Да ничего странного, это же бандосы, нажухивают друг другу по кругу. Албанцы кинули Боголюбова наполовину товара. Это нормально, рутина. А кто словил первого курьера? Какая разница, кто? Тот из Боголюбовских, тот же Дэн. Тогда его нужно найти. Не нужно. Но в этом же смысл. Вань, я тебе поверил, что мы выйдем на убийц через второго курьера. Вместо этого мы погрязли в барыгах и наркоманах. А есть еще вариант? Есть. Вместо того, чтобы разбираться с этой швалью, надо искать Жору Боголюбова. Найдем, расколем, он нам расскажет про курьера. За этим курьером снова могут прийти. Слушай, ты хочешь этим заниматься? Занимайся. У меня другие дела. А у тебя, конечно, другое мнение, да? Естественно. Хрень какая-то. Албанцы кинули заказчика, курьер кинул Дэна, Дэн кинул босса. Медведи решили кинуть Боголюбова. Так не бывает. Я верю в людей. Я верю в людей! Ну, я понимаю, Интерпол, но посольство, ну кто это для них там? Просто нужно официальное обращение. Зачем оно вообще? Стас сказал, что по делу наркокурьера тупик. Нет там никакого тупика. Результат скоро будет. Слушайте, это была пробная поставка наркотика. А если канал заработает на полную мощность, то нам все равно придется туда обращаться, только уже за помощью. Слушай, ну почему с тобой все так сложно, а? Что ты за человек такой? Кокаин идет из Перу в Албанию морским путем. Из Албании машинами едет к нам. И от нас разлетается по всей Европе. Хорошо. Как происходит загрузка кокаина? Используется туристическая инфраструктура. Снимается квартира якобы для отдыхающих. В квартире загружают кокаин в курьеров. Через месяц снимается другая. Накрыть такую квартиру очень сложно. Нам удалось поймать курьера. Он говорит, что капсулы в него загружали под наркозом, что так быстрее. Вы слышали о таком? Что? Первый раз о таком слышу. Мы несколько раз накрывали квартиры, где загружается товар. Никаких средств для наркоза я никогда не видел. История с наркозом – это какая-то постановка. Интересно, кому это нужно? Есть одна мыслишка. Надо кое-что проверить. Интересно, куда он пошел? Кто? Кокаин! Если его угнали, он должен был быть на рынке. Коксу хочешь? Ты Миша? Чувак, слишком много вопросов. Я тебя в первый раз вижу. Откуда телефон? С кем тусуешь? Слишком много вопросов, чувак. Ну, давай ближе к делу. Есть питерский. 15к за грамм. Есть латвийский. 20, он чище. А еще был албанский, говорят, что приехал. Говорят. Пока никто не видел. Брать будешь? Мне дороговато? Чувак, рынок пустой. Брать будешь? Да, давай оба. Вот это правильный подход. Еще спектрограмму сделали. Результат, я тебе скажу, очень интересный. Основное вещество действительно экганилбензоат. Да, кокаин, понятно. Но
Оба образца изначально из одной местности. Видишь, микроэлементы, изотоп металлов, вот пики. Все совпадает. Угу. То есть в Латвию и в Петербург кокаин приходил с одного канала? Да. Но вот в Латвии его бодяжили лактозы и мало. Да. А в Питере амфетамина ему много. Скажи спасибо, что они вообще туда кокаин положили. А теперь главный сюрприз. Вот образец, который мы взяли возле нашего трупа. Так это же латвийский кокаин. Угу. Ну вот. Все и стало на свои места. Кстати, а Боголюбова-то взяли? Ушел. Жалко. Ладно, давай. Когда у тебя такое оружие, обязательно какая-нибудь гадость случается. Ну, не гадость, а радость, если можно так сказать. Я знаю, кто заказал курьера. То есть я развязал войну против брата. А зачем? Затем, что вы никто. Вы пустое место. Неудачник. Никакой бизнесмен и бандит тоже. Признайтесь, что вы всегда завидовали своему брату. Надоело быть начальником унитазов, захотелось настоящей власти. Так давайте не будем переходить на личности, хорошо? Хорошо. Если без перехода на личности вы хотели занять место брата и убрать его. И как? Вы предложили вашему брату зайти на рынок сбыта кокаина. Сами поехали в Албанию договориться о пробной партии. Вы договорились с поставщиками поделить предоплату и отправить курьеров обратно пустыми, без кокаина. Ваши люди должны были их встретить, убить и подсыпать вокруг кокаин, как будто его забрали. Слушайте, столько сложностей. А не проще ли, было начать новый бизнес? Не проще. Это же не ваш бизнес. Вашему брату вы сказали, что кокаин забрала банда медведей. Ваш вспыльчивый брат начал войну. А потом вы еще и сдали его медведям. Ну, чтоб наверняка. Ну, это все ваша личная фантазия. Нет. Да. Провоза кокаина не было. У нас есть свидетель. Мы взяли второго курьера. Ну, раз не было провоза кокаина, чего вы до меня докопались-то? Убит курьер с особой жестокостью. А это не я. Я из этого магазина уже вторую неделю не выхожу. И все, что у вас есть, это слова какого-то там наркомана. Вот когда что-нибудь докажете, тогда приходите. А сейчас извините, пожалуйста, у меня работа. Это бизнес. Да не будем мы ничего доказывать. Теперь это не наша проблема. А чьи? Твои. Брат-то выжил. Правда, скрывается. Но ничего, мы его найдем и передадим ему все материалы. Удачи. Что, ты не будешь вызывать его на официальный допрос? То есть мы просто так уйдем? У него брат убийца и садист, полный отморозок. На его месте я бы сейчас вешался. Счастливо оставаться. У тебя конфискат не осталось? Чего? Чё? Кокаина? Чё? А то пятница вечер, а мы с тобой как два пенсионера. Что, еще придешь домой? Будешь ковыряться в своем прошлом? Слушай, как старая дева. А может, Ольге позвонишь? А то у тебя скоро спермоизвержение в мозг начнется. Ее же, скорее всего, доктор шпилит. Да?
Я понимаю, это вызывает очень много проблем. Но мы даже предположить не могли, что у лекарства будет такой побочный эффект. Выпейте, выпейте. У всех лекарств есть побочка. К чему так паниковать? Побочный эффект сильно отсрочен. А наши специалисты, в свою очередь, будут работать над его устранением. Мы ж не монстры. Со временем все наладится. А если нет? Нет. Диана никогда на это не пойдет. Значит, надо ее убедить. Это невозможно.